Так, сейчас я посмотрю фильмы молодости нашей. Вот, это было на Камчатке, сейчас скажу, в 1978 году. Это мы купались в горячих источниках. Это моя доченька Света и мальчик Дима. А это тоже 78 год, 77 год. Мы ездили, Малки у нас на Камчатке есть такое село Малки, там тоже есть горячие источники и очень красивая природа. Вот ГАЗ-69. Там еще у нас вот моя машина будет дальше. Красненький запорожец. Так, здесь что? О, вот это и моя машина квартормашкой. Глаза уже не видят, руки уже не слушаются. Пока восстановлю тут что. Ну, сама я, конечно, машину не водила эту, потому что у меня страх. Так я и не стала водителем. Вот. Это наш торговый отдел. 3 человека, а вот уже слева это вот мама Димы, где Светочка с мальчиком. А это Нелечка, моя подружка. Это Дальнее озеро у нас называется, очень красиво. Туда люди приходили просто полюбоваться красотой. Если бы были все краски видны, там настолько красиво. Там 2 озера было, рядышком прям. Но они очень красивые и очень похожи друг на друга. Это вот 80-й год уже. Это я хорошо помню. Это наши девочки, да, нас вроде не видать там. Тоже на этом же фоне. А, мы внизу вон. Внизу теперь мама внизу. О, как хорошо. Осень, это уже осень, сентябрь был. Это тоже где-то в тех годах. Света, моя Аня. Это я тут не была, это Анин папа их возил туда кататься. Ну, как тебе сказать, какая у меня жизнь была? Иногда мне кажется, что очень веселая, очень хорошая. Иногда думаешь, нет. Я не могла сделать вывод в своей жизни. Но однажды я по телевизору увидела, одна знаменитая женщина сказала, говорит, я жила очень, непонятно тоже как, свою жизнь, говорит, не посоветую, никакому врагу не посоветую, но я ее очень люблю. Вот примерно так же у меня. Что было хорошего, что-то было плохого, но в основном, конечно, хорошее. Родилась я на Камчатке. Есть такая бухта Наталья, необыкновенной красоты. Там в 47 году я родилась и 9 лет прожили. Очень красивая природа была. Отец меня часто брал с собой на охоту, на сенокос. И там и такие красивые места проходили. Потрясающе красивое. Само по себе детство было очень интересным. Но еще благодаря тому, что у меня была очень хорошая подружка. Мы с ней с 5 лет дружили. Она настолько была во всем интересна, тоже такая инициативная, в играх была. Мы так хорошо играли. Какие-то, ну мы как, в горах там что-то, какие-то себе халабуды, искали пещеры, искали, что какие-то игрушечки находили из пустых банок. Одним словом, все было очень интересно. Это был рыбацкий поселок, крабовый завод и загон оленей был. Вот за счет этого там население маленькое, небольшое жило. Ну, в 1953 году Сталин умер, начали все расформировать, и наш комбинат в 1955-м закрыли. Вот, приехали мы уже в другое село рядом, там 300 километров южнее от бухты Натальи. И там интересно, у нас была недалеко такая острая сопка называется. И о ней легенда была, что к этой сопке подступиться невозможно. Но опять у меня вот эта подружка Валя, она настолько во всем ориентировалась, настолько вот способна была. Она говорит, давайте я вас поведу. А нам было лет по 14. Мы родителям ничего не сказали и пошли. Километров 30-35 от села было. Нас человек 7 собралось. И с нами увязались там пара мелких собачек. Ну, мы прошли примерно километров 5. Поднимаемся на сопочку. Тундра. Тундра, везде озера, везде вот это горы, сопки. И нам навстречу спускается медведь. Здоровый такой медведь. Ну, мы так немножко испугались, оцепенели, и собачки загавкали. И медведь убежал. А мы еще пошли его искать. Глупые дурочки.
Ну и подходим к этой скале, к этой сопке острой. Действительно, она окружена трясиной. С этой стороны недоступна. И вот эта Валя, девочка, 14 лет, откуда она только что знает. Она говорит, вы идите за мной, куда я буду наступать, туда и вы. И правда, мы прошли через эту трясину, залезли на эту скалу, на эту сопку острую, оставили свои записки, записку одну, кто как поднялся. Должна была, конечно, Валя первой забраться туда, ну и как же я. Я быстрее первой туда собралась. Вот, красоты необыкновенно много. Но больше всего мне нравится, как отец меня брал на сенокос. Мы с ним идем, и вот представь себе, он поставит шалашик маленький и говорит у озера, и пошел косить. А ты, говорит, вот мне тут костер разожгешь, чай скипятишь. И вот один ребеночек, там уже, я назад немножко возвращаюсь, лет 11, 12, в бесконечной тундре. Никого нет, маленький кустарничек. И я, значит, хожу, собираю дровишечки, песенки пою. Мне все было интересно. Я всему в жизни радовалась. После меня, когда я чуть подросла, в другую школу ушла, папа уже брал 2 детей. Те ни в какую не оставались. Папа, мы не будем, боимся. Он говорит, как же так? Алька оставалась, не боялся. А вы боитесь. Красиво, не знаю, я свое детство вспоминаю, ну, прям с таким упоением. Все было очень интересно, все было просто прекрасно. Вот, приехали уже в Петропавловске, там жили. В 21 год я встретила своего супруга. Я встретила, мне так не понравился, такой маленький ростиком, а что-то из себя там гордого такой, ну фу, какой противный. Но надо так было случиться, что вот, видимо, моей дочке надо было родиться. Вот, что мы остались вместе, прожили 7 лет. Ну, неплохо жили, но всякое было, конечно. Вот, работала всю жизнь товароведом, ты знаешь, да? Вот, работа была тяжеловато, нагрузка большая, а так интересно по мне оказалось. Проработала на Камчатке до 93-го года, а в 92-м поехала в Китай челноками, 5 раз туда ездила. Ну, понравилось мне в Китае, китайцы тоже понравились, неплохо они к нам относились. А в 93-м году мама с папой что-то приболели, доченька, приезжай. Они к тому времени жили в Ставрополе, папа же родился там, а в 1940 году приехал на Камчатку. И уже по выходу на пенсию родители вернулись опять туда, на юг России. А от Камчатки до Ставрополя очень далеко, больше 8000 километров. И вот я собралась к ним. А тут инфляция. Продаю гаражи, продаю квартиру вернее. Все продала, а инфляция все съела. И осталась я, живя на Камчатке всю жизнь ради будущего, осталась я ни с чем. Ну, кое-как, конечно, купила там домик себе небольшой, куда приезжала, когда дети приезжали с внуком с моим. Неплохо там было. Вот. Прожила там я 9 лет. Ну, не надо пленку тратить. Да тебе-то что? Сейчас открывай кухню и посмотрим. Внутрики у меня были, зараз маленькие заработки. Вот и теперь сюда приехала, старость доживаю, здесь мне нравится. Что еще надо? Будь доволен малым. Вот моя жизнь вся. Смотришь, думаешь, будто бы это было вчера. А прошло уже 50-40 лет. Вот так и жизнь проходит незаметно. Ой, хорошо, прекрасно, что существуют фотокарточки. Хоть можно что посмотреть, вспомнить. А вот свадьба дочкина. Муж у нее какой хороший попался. Молодцы, деточки. Вот так вот смотрел бы фотографии. Но время неумолимо идет вперед, и вернуть уже ничего невозможно. Да и надо ли? Не надо, будем идти вперед и дальше. Вот моя дорога на дачу. Каждый день почти. Хожу, надоело. О, все, надо бросать. Хотя я люблю, но уже сил нет, все, силы покидают.
Люблю солдатку. Вот моя улица, на которой моя дачка. Ой, ой-ой-ой. Очень серьезный замок. Очень серьезный. Барсочка моя меня встречает. Моя кошечка. Вот моя дачечка. Вот мой душ. Вот моя черешня. А по черешне кроваточка моя, где я отдыхаю. Опять залазили, а? Ты посмотри-ка. Вот научились дверь открывать, а? Про детство можно говорить бесконечно, про красоту того места, где я жила, можно говорить бесконечно. Но, в общем-то, моя жизнь, когда уже сложилась семья, очень тоже хорошо развивалась. Было очень много друзей хороших. Может, было что-то и плохое, но почему-то мне всегда вспоминается только хорошее. Было плохое, конечно, и стыдно за это плохое, и обидно. Было, нечего скрывать. Но было и много хорошее. В основном интересно. Мне всегда в жизни очень везло. На людей, на работу, на все возможные там встречи. Я почти всю Россию объездила, весь Дальний Восток. Понасмотрелась всей красоты нашей земной. Есть еще вспомнить. Вот здесь сейчас я сижу на дачке своей, которую скоро продам. Тяжело. Работы очень много. Немного, конечно, но вот тяжело то, что уже по годам, не по зубам, как говорится. Ну, мы, старички, жизнью довольны. Слава КПСС. У меня все есть, слава КПСС. Вот мой единственный, это внешний двор мой. Вот единственный кустик у меня розочка. Цветет, которую посадила мне моя сестра хорошая. Викулечка. А вот это вот инжир. Ой, ягодка здесь у меня. Вот. Будет чуть побольше. Была шикарная клубника. Упало дерево, вон срубленное. Мы его спилили. Придавило все сюда. И все мне погубило. Вот эта черешня скоро будет. В этом году она не очень у меня. Ну вот, уже смотри, уже красненькая. Во. Вот под этой черешней я очень люблю отдыхать. Вот так беру и отдыхаю. И смотрю на это голубое небо. И на такие красивые вещи там вырисовываются. И лебеди, и птицы, и люди. И даже конницу видела из облаков. Ну, тоже быстро все расходится. Красота. Вот угол моего дома. Вот эта слива необыкновенно вкусная. Прекрасная слива. Вот еще у меня розочки есть. Галечка, соседочка мне дала. Вот свекла уже какая большая. И что? И все. А вон укроп, салатики и травы изобилия. Морковочка, вот лук. Вон какие салатики хорошенькие. Лук, чеснок, клубника, вся в траве. Вот только полола, только полола. Укроп. А вот там дальше речка течет, Тума. Можно рыбачить, спуститься, порыбачить. Приедем в село, где родился мой папа в 15-м году. Вот. В 33-м году вся его почти родня, кроме матери, умерла с голода, а мать осталась жива только потому, что она была в ссылке как раскулаченная. Где-то тут недалеко. А раскулачили-то всего за пару коров и за одну мельницу. Ну вот она осталась жива. А папа в это время уже был в Владивостоке. Но и он не остался в живых. А может, и остался бы. Село неплохое, Отказное. Достопримечательности в Отказном там церковь. Еще папа был маленький, ну как маленький, лет 8, вот такой, по-моему, в то время ее строили. И как он рассказывал, что люди носили
периоде замешивали на этих яйцах и вот укладывали эту церковь. Во время войны ее хотели разрушить, но не удалось. Насколько это правда, не знаю. Но вот рассказывали так, что хотели ее растянуть, ничего не могли понять, в чем дело, почему она такая крепкая. Видимо, вот этот стройматериал на яичных желтках оказался очень крепким. А в 70-м году родители мои приехали опять в это же село Отказное. И прожили они, так, 70-й год, 28 лет папа и 32 года мама прожила там. И все, потом этот домик продали. А я себе отдельно там домик купила, небольшой. Вот улица Маяковская, на которой я жила. 9 лет прожила. Село Отказное, улица Маяковская. Что она, а я уже здесь 13 лет не живу, она особо-то и не изменилась. Нет, вот это все. Вот, там на крюки потом не могли, все кирпичные у меня, все кирпичное. Вот это здесь... Катя, где кошечка наших? Здесь никого нету. Ну кто здесь есть? Ну что ж вы прям все позарастили-то, а? Да, никого здесь никто не живет. А что же они не продали его? Интересно, ну пусть. Муж в огороде кто? Хозяева? Вон, видишь, упала уже это. Нет, Беседка. видишь, упала. Беседка. Вон баня. Перекрывают. Да? Это вот это верандочка. Когда-то у меня здесь был красивый палисадник. Столько было цветов, как же было хорошо. И вообще весь сад до самого конца зарос. Вон там была тропинка, мы ходили за водой. Тропиночка всегда была чистенькая, легко было за водой идти. А сейчас ведь невозможно, все заросло. Да, тягостное такое, конечно, восприятие всего этого. Какая красота. Здесь вот так все убрать под гипси. И пляж, да? Да, и пляж там Песочек, спускаться, и все. песочек, да, вообще. И главное, нет этого, солнце там будет как Да. раз, а сейчас... Вот небо голубое, это дерево уже ему 50 лет, Отказное. Привет, моя дорогая. Ты как всегда. Тебе приехали специально. Ярик, не надо. А тебе там ничего не надо? Ничего не надо. Где там? Сейчас. Вот так выросли наши дети, да, Дора? Да, я Ярика никогда не узнал. Мы здесь остановимся, вот тут ворота, тут медвежоночек на воротах. Это набережная 4. Когда-то здесь жили мои родители в 70-м году. Купили они этот домик, приукрасили. Сейчас опять никто здесь не живет. Надо же, остался медведь. Вот он, медведь. Папа поставил его в 72-м году. Многие пытались его снять, но практически невозможно его снять. Вообще жизнь, конечно, как говорится, суета, сует. К этому все люди сейчас приходят и подходят. Экклесиаст сказал: «Выслушай сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай. В этом все для человека».